Дорогие зрители, я рад вас приветствовать на канале Ярд. Меня зовут Шамиль, я директор компании Мета. И сегодня мы погрузимся в наше производство изнутри. Поехали! В моих руках сейчас находится 5 миллионов рублей, с помощью которых я могу определить химический состав любого материала, просто прикоснувшись к нему. Сейчас мы вам наглядно это покажем. Из данного анализа мы видим, что это нержавейка, содержание никеля в ней почти 9%. На сегодняшний день использование анализатора — это очень большое преимущество по сравнению с другими компаниями, потому что зачастую в металлолом привозят старые советские шкафы. Все мы знаем, что в советской мебели, в советской технике всегда было очень много драгметаллов, и вот этот анализатор как раз помогает нам определить его содержание. У меня в руке как раз находится техническое серебро, которое мы нашли в черном ломе. Каждый раз, когда я беру в руки анализатор, у меня просыпается внутренний ребенок, который хочет именно походить, все прострелить, узнать, из чего состоит. Крутая игрушка для взрослых, правда, стоит очень дорого. Позади меня находится шредер Zata Blue Devil 3000. По аналогии его можно сравнить с офисным шредером, только в увеличенном масштабе. В металлоломе у нас самое главное — это маленькая фракция и хорошая насыпная плотность для перевозки. Куча, которая находится позади меня, при переработке поменяет свою насыпную плотность. 60 тонн будут выглядеть уже более компактно и занимать в 5 раз меньше места. Еще одним ломоперерабатывающим оборудованием является пресс-ножницы Leforte 1000 Mobile. Они находятся позади меня, и вы сейчас можете наблюдать как раз их работу. Они подпрессовывают лом и дорезают его в габариты 800 на 500 миллиметров. Это сырье является очень востребованным для металлургических компаний. Одним из дополнительных видов нашей деятельности является продажа металлопроката. Так как сейчас в металлоломной отрасли очень острый кризис, расходы очень большие, прибыли где-то не хватает, либо она минимальная, мы выбираем из металлолома, который нам привозят, прокат, швеллера, уголки, балки. Поэтому мы дарим металлолому вторую жизнь. Как правило, очень много приезжает дачников, которые покупают одну арматуру, одну трубу, делают из них дальше какие-то постройки. И это оказалось очень выгодным направлением, которое приносит дополнительную маржинальность, которая перекрывает, в принципе, зарплату мастеров, рабочих. В цифрах порядка 1,5–2 миллионов дополнительной маржинальности мы зарабатываем на продаже металлопроката. Зачастую металлолом не нужно перерабатывать от слова совсем. Вот, например, случай: привезли коробки, вскрываем, обнаруживаем там новенькие анкерные болты. Эту партию мы купили за 5000, а реализуем за 50 тысяч. Именно из таких мелочей на сегодняшний день и складывается хороший результат. При работе с металлургическими предприятиями очень важно обращать внимание на наличие взрывоопасных предметов. Сейчас за это очень большие штрафы. За каждый найденный в металлоломе огнетушитель металлургические комбинаты выставляют штрафные санкции в размере 5–15 тысяч рублей. Мы приобрели себе советские аллигаторные пресс-ножницы, вручную дорабатываем огнетушители, и получается, что стоимость переработки, она очень снизилась, потому что если перерабатывать их кислородом, это получается очень дорого, а на больших машинах, таких как пресс-ножницы, не всегда удается переработать каждый кусок. А сейчас мы покажем, как детально происходит процесс переработки огнетушителей. Еще одна дополнительная статья доходов у нас — это выборка цветного лома из черного лома. То есть зачастую люди
выбрасывают вещи, не понимая их ценность, не разбираются в видах ломов. То есть в черный лом нам привозят и алюминий, и медь. И мы, соответственно, дальше это тщательно все сортируем, дорабатываем и продаем это значительно дороже. Дополнительная маржинальность, которая приносит именно вот это направление, это порядка 2 миллионов рублей в месяц. Позади меня находится ремзона. У нас очень большой парк собственной техники, это порядка 12 единиц перегружателей. И в какой-то момент мы поняли, что это очень большая затратная часть по обслуживанию, ремонту, и решили двигаться в направлении, что мы сами будем обслуживать свою технику. У нас очень большой штат мастеров, слесарей, поэтому если вы хотите попасть в команду Мета, у нас открыты вакансии, и в очень большом количестве мы нуждаемся в этих специалистах. Одно из новых направлений, которое мы развиваем, это трейдерство на металлургические литейки небольшие. Покупаем мы фрикционный клин Ханина. Позади меня находится как раз партия, готовая к отгрузке. Поэтому если вы научились сортировать отдельно сталь 3, сталь 20, 0,9 Г2С, у вас есть фрикционный клин Ханина, у вас есть чугунная колодка, обращайтесь, мы с удовольствием поможем вам дорого реализовать ваше сырье. Из наших фишек мы первая металлоломная компания в России, которая применяет систему электронной очереди. Все максимально просто, как в любой кафешке. Водитель приходит, регистрируется, получает пейджер и ждет своей очереди, когда его позовут на выгрузку либо на погрузку. Наша компания всегда за спортивный образ жизни, поэтому мы установили для водителей турники, брусья. Во время того, когда происходит погрузка, водитель может спокойно выйти, размяться. Поставщики, которые подтянутся 10 раз, получают бонус в виде 100 рублей к цене за тонну. То есть, если цена на лом стоит 11 тысяч рублей, то у поставщика цена будет стоить 11 100 рублей. Вот и подходит к завершению наш выпуск. Мы рассказали вам немножко про производственную составляющую нашей компании. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в новых выпусках. Также, если вы владелец сырьевой компании с оборотом свыше миллиарда рублей, занимаетесь зерном, щебнем, углем, металлоломом, пишите. Мы с удовольствием снимем про вас отдельный выпуск, расскажем про вашу компанию. До встречи в новых выпусках.